Ну что ж, приступим. Батарейка у меня заканчивается, первая, но у меня есть вторая. Если что, мы поснимем, выберем место. Вот сумка Домки, которую я использую. Мы на ней все это будем делать. Что нам потребуется? Ну, потребуется камера, собственно говоря, и сама пленка. Конечно, желательно заряжать ее в таком притемненном помещении, потому что пленка завернута в бумагу. Это единственное, что закрывает ее от солнца. Поэтому желательно выбрать какую-то тень, если есть возможность. Ну, побыстрее процесс это сделать. Но я буду показывать. Надеюсь, что солнце нам не сильно помешает в этом. Я стану спиной и попробую зарядить ее. Вот наш Rolleiflex. Сегодня я взял Rolleiflex, а не Rolleicord. Установил на него желтый фильтр. Объясню для чего. Ну, это для того, чтобы выделить зелень. И есть такой МТФ. Характеристика. Спасибо, Витя выслал ссылку. Я в 80-х годах... О, какой красивый блик. Я сел и прямо получил сразу же тот ракурс, который нужен. Пока ракурс есть, я могу хотя бы цифровым фотоаппаратом это подснять все. Действительно красиво. Красивая игра света. Ну и возврат пленки. Значит, тогда так и будет. Ну вот мы. У меня тут телефон что-то говорит. Наблюдается проблема с подключением. Я никуда не подключаюсь. Электронные помощники, конечно, хорошие, но это не самое главное. Ну вот, смотрите, вытаскиваем его из чехла. Заодно покажу, как это делается. Шахту снимем. Можно снять полностью крышку. Можно просто откинуть, как вам удобно. Открываем пленочку. Не слишком долго будем возиться. Стараемся не испортить ничего. Мусор, конечно, не разбрасываем по лесу. Леса и так и не осталось. Ну вот пленка заклеена бумажкой. Бумажку открываем. Мы ее тоже не выбрасываем. Так, надеюсь, катушка приемная есть, слава богу. Если бы я забыл взять с собой еще приемную катушку, просто переставляем катушку с того места, где будет пленка, на то место, где будет у нас взвод. Так, это я уже забыл, что крутится. Да, конечно, приемная здесь. Так, ну и в ту часть, которую заряжаем. В этой конструкции Rolleiflex сделано очень интересное решение. Этот аппарат называется автомат, потому что он определяет толщину пленки, когда начинается пленка после бумаги. Поэтому между двумя вот этими роликами нужно завести пленку. Иначе он ее не увидит, и счетчик будет не работать автоматически. Дальше вставляем сюда пленку. И крутим. Крутим. Ну, что у нас не очень хорошо закрутилось. Что-то не то пошло.
Так, вот она хорошо натягивается. Ну и теперь мы можем довести до старт. Здесь есть сброс. Я сбросил счетчик. Теперь мы закрываем. В ролифлексе очень удобно сделано. Защелочка и душечка. Душечку закрыли, все. У нас показывает счетчик 0. Теперь, если мы начинаем крутить, вот у нас появился 1. Предположительно, что это первый кадр. Ну, попробуем сейчас. Испытаем. В тот раз я ошибся, но в этот раз, надеюсь, не ошибусь. Сделать фотографию. Возвращаем все это в чехол. Чехол так называемый Everyday, на каждый день. Закрываем. Все, у нас есть готовый аппарат для съемки. Черно-белый. Попробуем сделать первый кадр. Значит, экспозиция. Очень важный этап. Это замер света. Солнце вышло. Отличное место. Я уже показывал видео по поводу, как замерять экспозицию. Но мы попробуем разными способами. Первый способ с помощью вот такого прибора. Оптический Аптек. Экспонометр. Он меряет через глаз ваш. Вы смотрите вот эту штучку и видите там циферки. Самая темная цифра, которую вы видите, она будет вашим указателем. Вот здесь у меня 8. Соответственно, напротив чувствительности 100, 10 до 90, я ставлю напротив 8. Получаю выдержку. Значит, мой аппарат имеет от 3,5 диафрагму до 32. Насколько я помню. Сейчас мы посмотрим. 3,5 до 22. Я не буду сильно закрывать, но сильно открывать тоже не буду, потому что эта оптика старая, она рисует по-другому. Ну, попробуем снять и в таком варианте, и в таком. Значит, при 100 он мне показывает 1,250 и 5,6. На 8, если закрыться, сотка. Соответственно, на 4 500. На 4 500 попробуем с этого и начать. Ставим 4. Любители, кому сложно фотографировать на пленку. 2 колеса всего. 4 и 500. 500 здесь взводится только до взведения, поэтому я не могу сейчас ввести. Значит, ставлю 250. Соответственно, у меня должно что произойти? Если я ставлю длиннее выдержку, я должен закрыться. Ну, соответственно, 250, 5,6. Ставлю 5,6. На всякий случай сверюсь с показаниями экспонометра в телефоне. Ну и сделав кадр, конечно, на память, что мы это здесь делали. Значит, у меня есть программа, замечательный человек. Где-то даже недавно на форуме видел, что это он сделал эту программу. Выглядела она по-другому, но сейчас она выглядит вот таким вот образом. Чувствительность у меня 100, но не забывайте, у меня стоит желтый фильтр, поэтому в 2 раза плотнее. Я должен, по большому счету, открыться еще на ступень. Ну, я не буду открываться, посмотрим, что будет. Я ставлю 100. Так, или 125 у меня. Я уже сам забыл. Акрос 100, да, конечно. Акрос 100. Фиксирую чувствительность на 100. И получаю. Значит, у меня замок стоит на диафрагме здесь, в программе. Ну, оставим замок на диафрагме. Ну, по светлым участкам он пишет 1,20 на 5,6. Так, мне тут помешал вот этот
Доставка, очевидно, с новым программным обеспечением все это не очень хорошо работает, но вот так видно. Я навел на яркую часть, он пишет 1/30, на темную часть 1/60. Явно какие-то у него ошибки. Так, сниму сейчас показания. Он пишет 1/30 на 5,6. 1/40 на 5,6. Видите, какая? Это электронная штука. Теперь возьмем фотоаппарат. Для тех, у кого есть, вы можете, например, включить ручной режим. На современных фотоаппаратах просто можно увидеть показания. Да, здесь я для того, чтобы это сделать, я должен включить так называемый ручной режим. Это очень старая камера. Вот мануал экспожур. И она мне пишет. Вот сейчас батарейка села, поэтому мне пришлось перезарядиться. Солнце уже ушло. Значит, я откинул линзу. Здесь есть такая линзочка, будет видно. По нее можно более точно находить фокус, если у вас слабое зрение, как у меня. Вытягиваем ремень. Все. Звук прошел. Значит, фотография сделана. Надеюсь, что я правильно зарядил. Но мы перематываем. Еще на один кадр. И снимем показаниями телефона. Телефон нам показывает, что на 5,6 мы должны вообще поставить 1/15. Хорошо. 1/10 я не буду ставить, конечно. Я лучше откроюсь на 4. Поставлю 25. Дождусь сейчас. Солнце. Готово. Что у нас получилось? В автомате хорошо то, что здесь перематываешь и вот 3 кадра показывает счетчик. Ракурс, конечно, не тот, который я хотел. Я хотел с этой стороны все это снять. Я надеюсь, что все-таки это будет 5,6 и 50. Хотелось бы 50, конечно, сделать. Почему не показывает мне такую яркость? Не показывает. Мокренько становится уже. Да. Так как тропочка наша была сухонькая, как